Ребята, всем привет с Филиппин! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы посмотрим на самый маленький действующий вулкан в мире. На одну ночь мы остановились в городе Липа, или Липа, точно не знаю, как говорить, где ударение ставят, местные говорят так и так. Итак, в чем суть? Суть в том, что мы хотим посмотреть вулкан Таль. Суть в том, что из Катеклана, порт, который ближайший находится к Боракаю, ходят лодки только до Батангаса. Ну, либо до каких-то ближайших островов маленьких, с которых никуда не уехать. Наша задача вообще была уехать в Легазпи, но так как этого не получилось сделать, вот мы находимся в регионе Батангас, в городе Липа, и остановились в отеле Jet Hotel. Сейчас мы вам его покажем. Здесь в отеле принято соблюдать тишину, поэтому даже если здесь разговаривают, то разговаривают в полголоса. Есть небольшая коворкинг площадка на втором этаже, ее отсюда видно. Сейчас время завтрака, но мы пойдем на завтрак чуть позднее. Смотрите, какой красивый самолет на ресепшене. Часики в виде самолета. Пройдем в лифт, но поедем не к нам в комнату, а я знаю, что здесь есть бассейн. Купаться не будем, но, по крайней мере, я вам его покажу. Получается, бассейн находится прямо на крыше. Угу. Так, я вышла сейчас на крышу. Так, против солнца, конечно, снимать нельзя. Здесь у нас бассейн, столики. Здесь тоже, видимо, проходят какие-то мероприятия. Потому что, видите, здесь караоке. Хотя в отеле так тихо, даже не скажешь, что здесь можно петь караоке. Местечко очень приятное. Это, конечно, не самый ближайший город к вулкану Таль. До него еще 30 километров, но все равно. Так, ну а я на лифте возвращаюсь обратно. Давайте теперь поедем, покажу вам нашу комнату. Сейчас проведу вам небольшой обзор нашей комнаты. Она очень светлая, просторная. Отдельное место для всего вашего багажа, чемоданы. Здесь можно развесить одежду. Есть двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки с одной и с другой стороны. Интересно оформленный отель. И в целом комната, видите, какие лампочки здесь стоят. Из окна мы видим торговый центр Робинсон, большой телевизор, подставка для чемодана. Каждый день вам приносят по бутылочке воды. Ну, правда, здесь только на одну ночь. Стоимость номеров от 2400 песо, потому что можно останавливаться как одному, можно останавливаться вдвоем. Вот этот номер, например, который мы забронировали, он стоит 3200 песо. Есть и подороже, там уже делюксы. Вид из окна не очень примечательный, потому что там только торговый центр. Красивые еще лампочки здесь. Ну, давайте пройдем в... кстати, еще забыла сказать, что есть сейф. И посмотрите, какое зеркало большое. Здесь у нас душевая, тоже есть большое зеркало. Предусмотрительно положили шампуни, бальзамы,
одноразовые щеточки, мыльца, раковина большая. Ну, сантехника в целом она нормальная. Не сказать, что она супер новая, но в целом очень хорошая. Видите, тропический душ, горячая вода отлично идет. Поэтому очень даже неплохо остановиться здесь на одну ночь. Комнаты. Еще посмотрите, какой здесь рабочий стол и лампа. Это все потому, что этот отель считается бизнес-отелем для людей, которые приезжают сюда на конференции, ивенты или чтобы решить какие-то дела по бизнесу, которые есть в этом городе. Друзья, что предлагает отель на завтрак? Курица тушеная, ветчина спам, спрингроллы, Омлет, рис. Немножко салатика, немного фруктиков. Здесь у нас еще суп. Супчик, да. Здесь можно сделать тосты и взять хлопья. Сейчас мы прошли в основной ресторан, то есть набираете еду и проходите уже сюда за столики. Здесь также можно взять напиточки. В данном случае это огуречный лимонад. Как вы уже, наверное, поняли из названия этого видео, сегодня нашей главной точкой должен был бы стать вулкан Таль. Но мы сейчас приехали в городок Талисай. Сюда добираться можно как из Манилы, порядка 50 километров, также и с другой части острова Лузон, как мы, из Липы, около 30-35 километров, наверное, с разных точек можно добираться на джипне. Не стали вам показывать, как мы сюда ехали. Но вот мы наконец-таки приехали в городок Талисай, и здесь нам сказали, что вулкан, сейчас, в общем, дорога к вулкану Таль, она закрыта, можно только лишь добраться на лодке до самого этого острова, да, получается? Да, то есть и посмотреть с лодки, то есть сделать какие-то фотографии. И стоимость лодки нам объявили сейчас 3000 песо. Раньше это стоило 2000 песо, но потом мы сторговались уже на 2000 песо, то есть, в принципе, за 2 можно уехать. Но нам потом сказали, что вы не сможете прогуляться до самого кратера. Это связано с тем, что в 2020 году, в январе, этот вулкан извергался. И сейчас, видимо, опасаются очередного извержения. То есть вот 3 года назад была эвакуация, порядка 18 тысяч человек было эвакуировано. Но мы рассчитывали, что к 2023 году он немножко стих, и сейчас можно уже сюда спокойно добраться. Вот. Но получается, что нам сказали нельзя. Вот мы находимся сейчас, ну, можно это назвать набережной. И вот впереди мы видим как раз остров, на котором расположен вулкан и озеро Таль. Местные ребятишки здесь оккупировали лодку, прыгают с нее. В общем, всячески резвятся. Так, и бум. Вот так. Не все доходят до конца. А мне кажется, ты мне завидуешь, да? Сейчас бы ты тоже так окунулся в это озеро. Ну, на самом деле, да, можно было окунуться, но здесь немножко грязновато все же. Грязновато, тина плавает. Вот, а мы по-прежнему стоим и только лишь любуемся
островом и вулканом, который там дальше находится. Сейчас мы, конечно же, запустим дрон, но подлететь близко не получится, потому что, наверное, порядка 15 километров расстояния до этого острова, до вулкана. Поэтому все-таки для дрона немного далековато. Сейчас мы скрылись от солнышка на небольшой пристани под навесом. Здесь местные ребятишки репетируют танец. Как мы узнали, это не для ТикТока, а для какого-то школьного проекта. Только что я полетал немного на дроне. Мне удалось отлететь на 5 километров. Как вы видели, сам остров и вулкан были не так уж и далеко. Поэтому, я думаю, в пределах 7-8 километров, на самом деле, от берега находится сам остров. Но и плюс еще до кратера нужно пройти 2 километра. Вот как раз это сейчас, к сожалению, сделать невозможно. Поэтому можно лишь, как я уже говорил, на лодке за 2000 песо доплыть до острова. Но мы решили этого не делать, потому что мы на дроне, в принципе, также до этого острова долетели совершенно бесплатно. Только немножко переживал в конце за батарейку, чтобы он 5 километров успел вернуться обратно. Примерно на 55% батареи пришлось поворачивать обратно. Сейчас мы гуляем по этому городишке. Как он еще раз называется? Талисай. Талисай, да, Талисай. В принципе, здесь красиво, ухоженно, домики. Вот. Но направляемся мы в торговый центр. Немножко заглянем в магазинчик. Еще немного информации про вулкан Таль, который является самым маленьким действующим вулканом. Мы знаем, что он извергался за последние 400 лет более 30 раз. Самое большое извержение было в 1911 году. Порядка 1300 человек погибло. Поэтому вулкан на самом деле очень-очень опасный. И, как я уже говорил, последнее извержение было в 2020 году, когда были эвакуированы люди. В общем, интересное место. Жаль, что нам не предоставилось возможности прогуляться именно до кратера самого. Но зато мы сюда приехали, полетали, посмотрели немножко сверху. И вообще, это, наверное, одна из первых вещей, которая нас бесит на Филиппинах, потому что у многих достопримечательностей нет какой-то конкретной информации в интернете. Ты приезжаешь и уже на месте знаешь, она на реновации, на реконструкции, просто закрыта. Непонятно, как это узнавать. Но ничего, совсем скоро мы отправимся на другой вулкан, который будет видно практически с любой точки в городе. Вулкан Майон, но это уже в следующем выпуске. Сейчас мы пришли и думали, что в супермаркет, а оказался это рынок. Рынок с фруктами, рынок с мясом, с курицей, с рыбой. Людей здесь очень мало, только местные. Давайте немного, раз уж мы здесь, покажем, что здесь есть. Это, как она называется, я забыла. Фиолетовая. Уба. Уба, в общем, да. Также репа, бананы, томаты, морковка. На самом деле много овощей. Картошка, правда, мелкая. Достаточно часто на Филиппинах вот такого вот размера картошечка. Hello. Есть, правда, покрупнее. How much potato? 100. But small potato? The same price? Окей. То есть и маленькая 100 песо стоит, и нормальная картошка тоже 100 песо. Чтобы узнать цены в рублях, нужно умножить на 1,5 по нынешнему примерному курсу. Внутри достаточно прохладно, гулять любопытно, но в принципе стандартный рыночек. Чуть дальше мы видим какие-то вещи там уже продают, футболки, еще что-то. Также был обнаружен здесь эскалатор,
на котором мы поднимаемся на второй этаж. Возможно, там как раз есть супермаркет. Ну, а сверху можем видеть все эти палаточки. Good. How are you? Thank you. Саламат. Друзья, в этом магазине цены нас очень сильно радуют. Таких цен мы за 4 месяца на Филиппинах еще не видели. Смотрите, к примеру, местные энергетические напитки по 20-22 песо. Кобра, самый популярный. Обычно он стоит 26-28. Ну, где-то мы видели там 23 в самых дешевых магазинах. Что еще? Вам показать. Давайте что-нибудь еще покажем. Пиво, да? Ну, сколько? 47-48. В баночках 48 это большая редкость. Обычно они стоят 56, ну, то есть в магазинах. Все дороже обычно. Смотрите, а в бутылочках стоит 40 песо. Сан-Мигель, местное пиво, 40 песо. Ну, раз уж мы рядом находимся, здесь есть еще, естественно, сыры, масло. Вот самое популярное местное масло обычно 60 песо. Но это за большой брикет. Есть вот поменьше. Ну, не знаю, сколько они стоят. И я поменьше. А, вот поменьше. 40 песо, вот такие вот маленькие. Я прошу прощения, что прерываю вас с подписчиками, но, к сожалению, здесь снимать нельзя. Снимать нельзя, ну, мы это делать, собственно говоря, не будем. Зашли лишь взять что-то попить и уже выходим обратно. В городе Липа, где мы остановились, не так много ресторанов, но нам удалось найти что-то интересное и красивое. Здесь сочетание фьюжн кухни и местной кухни Батангас, то есть района, в котором мы находимся. Нам уже принесли закуску, очень интересная. Она состоит из рисовой лапши, манго и крабовой палочки. Также принесли хлебушек с маслом и вкусные напитки. У меня он сделан из каких-то интересных цветков, все ингредиенты я не запомнила, но на вкус он, знаете, кисло-сладкий. Так, давайте пробовать наше первое блюдо. Как Том уже сказал, закуска в виде ролла сделанная. Внутри крабовая палочка, манго, рисовая лапша. Макаем все это дело в соус. Арахисовый. Получается весьма любопытно. Ингредиенты простые, но поскольку все они очень свежие, то и закуска получается вкусная. Интересное сочетание. Вкусное, интересное масло с какими-то ягодками, ну и хлебушек просто. Сейчас нам уже принесли наше следующее блюдо. Обязательно будем пробовать все. Очень вкусная лазанья, сделана из очень тонкого теста. Чувствую нотки меда, приготовленные с различными травами. Я предполагаю, что это какие-то местные. И самое интересное, это лазанья подается мясо отдельно. То есть не внутри, как мы привыкли, а отдельно. Также у нас сегодня в меню говядина. Говядина на кости и сладкая картошечка. Так, давайте что-нибудь попробуем. Сверху еще немного шпината. Косточка очень легко отделяется. Так. Интересный соус.
черного цвета. Я думаю, вы это на видео видите. Мне кажется, это, ну, скорее какой-то винный соус, да, или... Не соевый? Нет, не соевый, но очень насыщенный. Получаются вот такие ребра, как будто барбекюшные, в очень-очень насыщенном соусе. Ну, блюдо, надо сказать, очень вкусное. Это получается кожица, а здесь картошка. Картошка действительно sweet, то есть сладкая. Я уж не знаю, это они просто туда что-то добавляют или это какой-то отдельный сорт картофеля. Я так поняла, что это отдельный сорт картофеля у них, вот такая вот. Да, ну, такого немножко оранжевого цвета. Пробуем еще одно наше блюдо. Оно называется chicken adobo, то есть это курочка в специальном соусе. Здесь внизу еще особый рис. То есть ты покажешь нашим зрителям его? Конечно. Он тоже пропитан в соусе, так же, как Да. и сама курочка. Вот, можем сперва попробовать рис. Да, что-то такое необычное, знаете. Вот этот вот рис с соусом немного напоминает нашу гречку. Вот в таком, когда гречку с мясом вот делать, такой тушеную. Вот, немножко напоминает. Ну и сама курочка. Давайте попробуем. Вот, сверху кусочек мы берем. Ну, курица, надо сказать, что очень нежная. То есть, видимо, это все дело тушилось. Кусочки мягенькие. Немножко острые. Ну, как же, все-таки на Филиппинах находимся. Но без, скажем так, острое, но не сильно. Вот так. В целом блюдо интересное. Тем, кто не любит там свинину, говядину, вот именно из курятины, chicken adobo, рекомендую. Я замерзла, поэтому мы заказали себе кофе. Будем согреваться, особенно после нашего приключения по вулкану Таль. Кстати, в этом ресторане также открывается вид на этот вулкан, но мы пришли сюда слишком поздно и ничего не увидели. Да, поэтому лучше приходить сюда часов 5, полшестого на закате. Прекрасный, шикарный вид, но, к сожалению, немного не поспели. Средний чек в этом ресторане чуть выше, чем обычно. Блюдо стоит порядка 600-650 песо за одно лишь блюдо. Вот, но обслуживание здесь шикарное, место красивое. Поэтому приезжайте, друзья, приезжайте в Лусон, приезжайте в это красивое место. Ну а с вами мы увидимся в следующем выпуске совсем скоро. Ставьте лайки и пишите любые вопросы в комментариях. Всем до новых встреч. До новых встреч, пока.